Добрый день, друзья! Как ваши дела? My name is Natalie. Welcome to Natalie Practical Russian. My channel is about Russian language, and I'm glad to see you today. You know, in the Russian language, you can say words in any order. And in this video, I want to explain your why and how to use these correctly. For example, two Russian phrases «Я люблю тебя» or «Я тебя люблю». There is a difference. Keep watching to know more about this, okay? And if you scroll down, you can find link with my free material. Click on it and you will receive my free book to your email, okay? This book has useful Russian phrases. Now, let's get started. В этом видео я хочу объяснить, как мы, русские люди, меняем порядок слов в предложении и почему. Да? Вы знаете, в русском языке вы можете говорить слова в любом порядке. Но почему мы это делаем? Например, да, я хожу на работу каждый день. И здесь акцент «я хожу на работу». Да? Если я говорю «каждый день я хожу на работу», я делаю акцент на фразе, на словах «каждый день», потому что для меня это важно. Каждый день я хожу на работу. Я хочу выделить эти два слова, что я делаю это каждый день. Я сейчас работаю каждый день. Или другой пример. Я хожу в спортзал по средам. Да? Это не очень важно, но как факт, в среду я хожу в спортзал. По средам я хожу в спортзал. Я хочу выделить это слово, что именно в среду я занимаюсь спортом. Обычно мы ставим важные слова в начале предложения. Мы делаем акцент, мы выделяем эти слова. Также мы, конечно, меняем интонацию, да, чтобы выделить слово. Очень яркий пример – это фраза «я тебя люблю». Когда вы говорите «я люблю тебя», здесь акцент на слове «люблю». Я люблю свою семью, я люблю своих детей, я люблю кофе, я люблю читать книги, я люблю смотреть Netflix. В этих предложениях акцент «люблю». Я люблю что-то делать, я люблю кого-то. Но когда вы говорите «я тебя люблю», акцент «тебя». Вы ставите важное слово в начале предложения. Это значит, что вы выделяете это, и это важно. Я тебя люблю. И тоже фраза, иногда мои студенты спрашивают, как правильно. Большое спасибо или спасибо большое. Есть разница. Когда вы говорите большое спасибо, акцент «спасибо», значит, вы благодарите. Вы говорите «спасибо». Когда вы меняете слова местами, вы говорите «спасибо большое», акцент «большое», что вы очень благодарите, да? Вы очень благодарны за что-то. Спасибо большое. Два варианта, они правильные, два варианта, они корректные. Но есть разница. Мы ставим важные слова, которые мы хотим выделить в начале предложения. Какой другой пример? Я буду учить испанский язык, может быть. Акцент «я буду», да, значит, мои планы я планирую. Может быть, я буду учить испанский язык. Я хочу сразу выделить это, что это может быть, что я еще сомневаюсь, я не знаю, я буду или не буду это делать. Я надеюсь, это видео полезно. Спасибо. What do you think about it? I look forward to your comments, okay? And I believe that my book is really helpful. Click on the link to get my free material. Okay? I wish you a good day. Увидимся в следующем видео. До свидания.